Ровно 3 дня Трамп официально находится в должности президента США, и он уже успел подписать более 40 указов, направленных на внешнюю и внутреннюю политику Америки. Вот только ни один из этих указов никак не связан с криптовалютой. Хотя перед его инаугурацией было множество слухов, что в первый же день своего правления Трамп сделает еще один важный шаг в сторону крипты и подпишет новые криптозаконы. Неужели он нам просто врал? Конечно, главным приоритетом Трампа является именно Америка, и даже после присяги он сказал, что Америка прежде всего. Естественно, реакция рынка на такое молчание была негативной, но это совсем не значит, что он обманул всех криптоинвесторов. И все его прошлые обещания, как, например, создание биткоин-резерва, являются ложными. Да, в первые дни Трамп не кричал в Белом доме, что запампит биткоин до 200 тысяч. Тем не менее, в SEC уже пришло новое руководство, и было подано огромное количество новых заявок на ETF, в том числе на сам токен Трампа и даже на Dogecoin. А еще SEC объявила о формировании спецподразделения, которое будет заниматься созданием правил для регулирования криптовалют. Также Трамп официально запустил департамент Илона Маска с изображением Доги в качестве логотипа. При этом масштабирование криптовалют в США можно заметить благодаря криптоприложениям, которые начали занимать первые места в разделе финансов App Store. И несмотря на то, что Трамп не упоминал крипту после инаугурации, его компания закупилась эфиром и еще некоторыми альтами более чем на 100 миллионов долларов, всего спустя пару часов после присяги. Ну и конечно же на повестке дня остается нашумевший мемкоин Трампа, который уже успели обсудить даже на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Так много новостей за такой короткий промежуток времени на крипторынке не было уже давно. И сегодня в ролике я бы хотел вместе с вами их все разобрать, чтобы подвести итоги инаугурации Трампа, ответить на вопрос, как новое руководство SEC будет влиять на крипторынок, насколько быстро примут новые ETF на альткоины, какие монеты стоит докупать прямо сейчас по хорошим ценам. И само собой я уделю достаточно времени токену Трампа, потому что сейчас есть очень много вопросов касательно его будущего роста, особенно после того, как Трамп признался, что он не особо следит за своим мемом. Мы с вами разберемся, стоит ли его сейчас покупать и какой потенциальный профит он может принести в ближайшее время, до разблокировок новых монет. И попутно мы также уделим время мемкоину жены Трампа, ведь на данный момент многие хотят узнать, что стоит делать с этой монетой. Вообще в 2025 году Трамп будет очень часто фигурировать в криптоиндустрии, ведь как вы видите, он имеет тесные связи с многими криптокомпаниями, что потенциально может отражаться на росте этих монет. И в скором времени мы хотим сделать для вас одно большое видео, где разберем абсолютно каждый токен, который связан с Трампом и имеет высокий потенциал на рост. Поиск информации для такого видео занимает много времени, но поверьте, оно того стоит. А чтобы ускорить публикацию такого ролика, поставьте этому видео минимум 3000 лайков, ведь чем активнее ваша поддержка, тем лучше наш контент. Вам заранее спасибо за лайки, вы на канале Coin22, с вами Влад, мы начинаем. Итак, дорогие друзья, с начала этой недели выходило огромное количество новостей, которые, конечно же, были связаны с Трампом, Илоном Маском и мемкоинами. И все эти важные новости первыми получали подписчики нашего телеграм-канала. Ведь за счет того, что редакторы Coin22 в режиме онлайн следят за всем происходящим на крипторынке, вы можете раньше всех получать всю актуальную информацию и вместе с нами на ней зарабатывать. Что касается итогов инаугурации, то Трамп, как и обещал, подписал вот такую стопку новых указов, назвал Америку великой и в своем стиле раскритиковал демократов. Но нас, как криптоинвесторов, больше интересует, что изменилось за эти несколько дней в отношении криптовалюты. Во-первых, как я сказал в начале, Трамп исполнил мечту Илона Маска и официально запустил его департамент, который будет оптимизировать и уменьшать госрасходы. А поскольку аббревиатура департамента это Доги, его логотипом стал Dogecoin, который на этом фоне вырос на 20%. Конечно, цена уже успела откатиться, так как после появилась информация о подаче иска против департамента за нарушение федеральных законов. Но учитывая тесные связи Маска с Трампом, исход иска уже очевиден. И вряд ли у Маска будут с этим какие-то проблемы. А вот монета Доги имеет неплохой потенциал, чтобы продолжить свой рост на фоне всех этих новостей с Илоном Маском. Тем более перед тем, как Доги вырос на 20%, я советовал вам его покупать в нашем большом топе на 25 год. Кстати, там еще есть много других потенциальных монет, поэтому рекомендую вам посмотреть данный топ после этого ролика. Также важное изменение после инаугурации произошло в SEC, ведь Герри Генслер наконец-то ушел в отставку, в то время как прокриптовалютные комиссары комиссии уже с первых дней начали наводить там порядок. 21 января SEC объявила, что создает целевую криптогруппу, которая будет заниматься разработкой специальных правил регулирования. Группу возглавит комиссар Хестер Пирс, которую часто называют криптомамой, потому что она давно поддерживает криптовалюту. Создание целевой группы было объявлено комиссаром Марком Уэйдой, который исполняет обязанности главы SEC до тех пор, как Сенат США не утвердит Пола Аткинса. По данным SEC, группа будет работать совместно с федеральными департаментами, а также агентствами, включая регулятора SFTC.
SEC. В общем, это является первым серьезным шагом США в создании полноценных законов, которые будут регулировать крипторынок, а также будущие ETF. Кстати, о ETF. Сразу после ухода Генслера появился вот такой огромный список ETF, ожидающих одобрения, а также были поданы новые заявки. Как вы видите, здесь есть заявки на ETF Solana, XRP, Litecoin и токен HBAR, о котором мы говорили в прошлых роликах. Но также недавно такие фонды, как Osprey Funds и Rex Shares подали заявку на ETF на базе мемкоинов, а именно Doge, Bonk и на что еще? На недавно запущенный мем Трампа. Да, друзья, стоило Генслеру переступить порог SEC, как компании начали подавать заявки на мемы. Конечно, я прекрасно понимаю, что это токен самого президента США, но мне кажется, еще рановато выводить на американский рынок так называемый актив, цена которого скачет по 50% за день. Хотя, возможно, новому руководству SEC виднее, но в любом случае решение по мемам мы услышим не скоро. А вот что касается Solana, XRP и Litecoin, шансы на их одобрение очень высокие, особенно у того же Litecoin, для которого биржа NASDAQ уже подготовила форму 19B4. Solana, вероятно, одобрят после прихода Аткинса, а XRP после того, как закроют судебное дело. Причем вероятность победы Ripple, учитывая связи главы компании с Трампом и вице-президентом, очень высокая. И дело только во времени. Так что XRP и Solana продолжаем накапливать, ведь будущие новости, связанные с ETF, будут на них очень хорошо влиять. Также сейчас можно присмотреться к тем монетам, которые под шумок скупает компания Трампа. Спустя буквально пару часов после принятия присяги появилась информация, что криптокомпания Трампа закупилась монетами более чем на $100 миллионов. На 46,8 миллионов фирма купила эфир, на 46,7 миллионов обернутый биткоин. И как говорится на сдачу, в размере $4 миллиона такие монеты как INA, Link, Avi, TRX и Uniswap. Вероятно, в этом году Трамп, вернее его компания, продолжит покупать именно эти монеты. Ведь в начале ролика я вам показал, что Трамп напрямую связан с многими из этих проектов. Так что обязательно обратите внимание на эти потенциальные монеты. И в наших будущих роликах мы о них обязательно будем говорить. Вообще многие задаются вопросом, как покупать потенциальные монеты перед самим ростом. Друзья, по своему опыту могу сказать, что никто не знает, какая именно монета будет больше всего расти завтра или через неделю. А также перед важными новостями вас никто не предупредит, что какой-то XRP вырастет. В данном случае нужно отталкиваться от фундаментального и технического анализа. Ведь если вы будете покупать монеты, как, например, те, на которые собираются запустить ETF, потенциал на их рост может быть гораздо больше. Поэтому всегда наблюдайте за теми монетами, которые активно обсуждают. Но также у вас всегда есть возможность воспользоваться нашей подпиской Coin22 Pro, где профессиональные аналитики подберут для вас не только перспективные монеты, а соберут полноценный сбалансированный портфель для пассивного заработка в долгосрок. При этом участники Pro ежедневно получают готовые торговые идеи с четкими точками входа и уровнями для фиксации профита. И кстати, благодаря этому, после запуска токена Трампа, все участники Pro заработали от 85% прибыли на его временном падении, потому что вовремя открыли шорты. Также мы заработали от 80% на росте Injective, от 70% на лонг-сделках Link и еще на многих других монетах во время этой активной недели. Кроме ежедневной аналитики рынка, каждый участник Pro получает пошаговое обучение с поддержкой 24/7, за счет чего такой формат работы идеально подойдет всем новичкам и тем, кто только начинает изучать криптовалюту. С подпиской Pro вы сможете не только открывать сделки по готовой аналитике, но и научиться анализировать рынок самостоятельно, чтобы после применять все изученные стратегии торговли на практике. Сейчас на рынке наблюдается высокая волатильность, и это лучшее время для трейдинга. Поэтому, чтобы не упускать свой профит, переходите и напишите нам по ссылке в описании. Что ж, теперь давайте поговорим о самом важном. Да, друзья, я имею в виду токен Трампа. Буквально вчера Трамп лично задампил цену мемкоина почти на 30%, после того, как сказал, что мало что о нем знает, кроме того, что он стал максимально успешным. А когда ему сказали, что мемкоин принес миллиарды долларов, Трамп улыбнулся и сказал, что это мелочь. И это все происходило в момент подписания указа на финансирование сектора ИИ в размере 500 миллиардов долларов. В ответ на комментарий Трампа, аналитик Bloomberg ETF Джеймс Сейфорд написал: Трамп только что уничтожил собственный мемкоин. А финансовое издание Кобейси написало: кажется, Дональд Трамп не принимает активного участия в развитии токена Трамп. Это также объясняет отсутствие комментариев с момента его запуска. Да, возможно, такие комментарии Трампа были неуместны, но с другой стороны, что бы он еще мог ответить, находясь в Белом доме? Явно бы не бил себя в грудь и кричал покупать ему мемкоин. Здесь вопрос в другом. Что же будет с токеном дальше? Ведь инаугурация прошла и первая волна хайпа утихла. Несмотря на это, мне все равно кажется, что точку на мемкоине Трампа еще не поставили. Но вы сами подумайте,
подумайте, Трамп и его администрация только начали свою работу, и никаких весомых движений в сторону крипты пока еще не было. Но учитывая настрой СЕК и в целом про криптополитику республиканцев, эта тема еще 100% будет обсуждаться в ближайшие недели. А кому как не токену Трампа на это все положительно реагировать? В прошлом нашем видео я сказал, что необходимо учитывать специфику мемов и готовиться к возможному откату на 50%, что кстати и произошло. Но как минимум до первых разблокировок, которые ожидаются через 3 месяца, потенциал у этого мема еще есть. Конечно, я не говорю о 10 или 20 иксах, но подняться к тому же уровню $70 эта монета может попробовать на фоне положительных новостей. Именно поэтому, как я говорил в прошлом видео, пару процентов от портфеля можно выделить на эту покупку. Токен Трампа мне чем-то напоминает Пепе, который также, казалось бы, вырос и хайп ушел, но рост интереса к мемкоинам, который будет на протяжении всего года, заставил тот же Пепе пробивать новые максимумы. А поскольку это монета самого президента США, то она будет реагировать на все его положительные комментарии в сторону крипты и расти на общем положительном фоне рынка. Если вы считаете, что текущие уровни не подходят для покупки, то я предлагаю рассмотреть вот эти диапазоны, где можно установить лимитные заявки. Крипторынок любит громкие новости и слухи, которые умеет создавать Трамп, так что будем наблюдать за этим токеном. И кстати, данный вопрос можем продолжить обсуждать в комментариях. Все ваши комментарии я читаю. Конечно, не на все успеваю отвечать, но если начинается какая-то дискуссия, как, например, лучшие уровни для покупки Трампа, я обязательно присоединюсь и напишу свое мнение. Поэтому все интересующие вас вопросы или новые идеи для ролика оставляйте под этим видео, и я постараюсь ответить. Ах да, чуть не забыл про мемкоин жены Трампа. Правда, в данном случае график говорит сам за себя, ведь данный токен явно выпустили на фоне шумихи с Трампом. Один аналитик в Твиттере заявил, что кошелек создателя Melania Memcoin финансируется из кошелька, который ранее был на PubFun. Это площадка для запуска мемкоинов на Solana, что вызывает опасения относительно потенциальной волатильности и манипуляции. Как указал анонимный разработчик, сам сайт Melania Memcoin был запущен 18 января, всего за день до объявления, то есть все было сделано на быструю руку, лишь бы получить как можно больше денег за счет эффекта фома у инвесторов. Поэтому на этот токен я вообще не советую тратить свое время, и если уже покупать мемы, то только те, которые имеют потенциал на рост. Еще хотел бы добавить, что новый опрос утверждает, что 1 из 7 американцев купили новую монету Трампа, и что более 80% этих покупателей получили прибыль. Опрос также показал, что 42% покупателей Трамп и Melania впервые инвестируют в крипту. В отчете говорилось, мемкоин Трампа быстро набрал обороты, в него инвестировали 14% американцев. Такой всплеск интереса знаменует собой важное событие, подчеркивая растущую привлекательность мемкоинов, которые поддерживаются политиками. Также опрос показал, что 42% покупателей Трамп никогда не покупали мемы или вообще любую криптовалюту, в то время как 55% заявили, что Трамп манипулирует рынком криптовалют, а 75% считают, что токен Трамп вредит крипторынку. Кстати, мем Трампа даже обсуждали на Всемирном экономическом форуме. В ходе одной сессии, посвященной криптовалютам, на форуме этого года лидеры отрасли озвучили оптимистичные перспективы для секторов США, несмотря на ажиотаж вокруг мемкоина, который связан с Трампом. Гендиректор Coinbase Брайан Армстронг подтвердил, что взрывной рост мемкоина Трампа не помешает усилиям по созданию биткоин-резервов США. Большая часть форума была посвящена анализу результата выборов США и влиянию лоббирования со стороны криптосектора. Основатель Skybridge Capital заявил, что партия демократов не смогла провести содержательную дискуссию и выработать четкую позицию относительно будущего криптовалютной индустрии. Также глава Coinbase добавил, что эффект Трампа нельзя отрицать, и сказал, что новый президент дал криптоиндустрии новый оптимизм, возможность для роста и развития в США. В целом, американские инвесторы все больше начинают интересоваться криптовалютой, и это очень хороший знак, ведь именно рынок США формирует основной приток капитала, что могут подтвердить ETF на биткоин. Также последние отчеты показывают, что приложения, связанные с криптовалютой, заняли лидирующие позиции в категории финансы в App Store компании Apple в США. На сегодняшний день 3 самых популярных приложения в категории финансы в App Store США были связаны с криптовалютой. В их число вошли такие платформы, как Crypto.com, Moonshot и Coinbase. Другие приложения для криптовалют, такие как Coinbase Wallet, Robinhood, Binance USA, DEX Screener и Kraken, также вошли в топ-30 бесплатных приложений в категории финансы. А чем больше на рынок будет приходить новых инвесторов, тем больше будет приток капитала, который стимулирует рост. Поэтому будем надеяться, что Трамп и новое руководство SEC создаст отличные условия для развития этого рынка. В ближайшее время на рынок будет влиять, конечно же, Трамп, но еще одно событие в виде предстоящего решения ФРС. Да, сейчас ожидается, что цена биткоина будет двигаться около 100 тысяч до заседания ФРС. Аналитики прогнозируют, что процентные ставки в США не изменятся, но цена биткоина может вырасти, если ФРС задумается об одном понижении ставок на следующем заседании. По последним данным, реализация
Реализованная прибыль биткоина достигла пика в $4,5 миллиардов в декабре, и сейчас она снизилась до 316 миллионов. Это снижение давления со стороны продавцов говорит о том, что рынок возвращается к состоянию баланса спроса и предложения, поэтому пока мы будем наблюдать за консолидацией перед решением ФРС, а также выступлением Пауэлла, про которое мы уже в ближайшее время постараемся выпустить новое видео. Если вам это интересно, пишите в комментариях. Также не забывайте подписываться на YouTube и, конечно же, телеграм-канал, где мы всегда остаемся на связи. Дополнительно жмите колокольчик, чтобы раньше всех смотреть новые видео. И увидимся уже в следующем ролике. Всем желаю удачи, до скорых встреч!